Сегодня мы расскажем о том, какие альтернативы есть для создания приятного и уютного очага у вас дома. Меня зовут Дмитрий Военков. Сегодня о электрических каминах. Плюсы, минусы, за и против. Начнем с плюсов. Установка электрокамина не требует согласования в специальных организациях, а также нет необходимости в каком-то сложном и серьезном уходе. Единственное, что вам нужно, это предусмотреть специальный электровывод и правильно разместить электрокамин во всем интерьере. Принцип действия очень прост. Есть режим визуальных эффектов и, конечно же, есть режим обогрева. 1 киловатт дает возможность обогреть помещение площадью 10 квадратных метров. При необходимости есть режим в 2 киловатта, который позволяет обогреть 20 квадратных метров. Еще один плюс – это простота монтажа. Вы можете выбрать либо просто очаг, смонтировать его в какую-то нишу в интерьере, или остановиться на варианте с порталом. Здесь перед вами открывается широкий спектр возможностей. Декоративное решение для портала – это отдельная тема при выборе электрокамина. В зависимости от того, какой предполагается стиль в интерьере, вы будете выбирать те решения, которые подходят необходимой стилистике. Выбор оформления очага – одна из самых важных задач, которую нужно решить. Вариантов действительно очень много. Это могут быть и какие-то разнообразные отделки дерева, пластиком, камнем и прочие, практически любые имитации. Главное, вы должны понимать, что общая стилистика абсолютно точно должна соответствовать идее вашего камина. Теперь о недостатках. В режиме обогрева, к сожалению, электрокамин очень сильно сушит воздух, поэтому не забывайте проветривать помещение. Или как вариант использовать увлажнитель. Но ключевой недостаток – это, конечно же, то, что огонь не настоящий. Фактически это имитация. Все производители соревнуются в имитации живого огня. Дрова могут находиться на разных стадиях прогревания, от едва тронутых искрой поленьев до обгорелых углей. Давайте попробуем разобраться, что же находится внутри. Зеркала, лоскутки ткани, яркая лампочка и небольшой пропеллер. Все это пытается сымитировать эффект горящего пламени. Все эти элементы абсолютно не вызывают никакого интереса. Поэтому для того, чтобы получить лучший эффект от вашего электрокамина, постарайтесь расположить его как можно дальше от дневного света. В этом случае вид будет максимально приближен к натуральному. Подведем итог. Электрокамин – это простота при монтаже и обслуживании, а при правильном расположении относительно дневного света можно получить практически натуральный эффект огня.